Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня состоится очень интересный разговор с очень редким и необычным человеком, судьбу которого охватить даже в одном часовом интервью фактически невозможно, так как за свою жизнь этот человек прожил несколько жизней, имеет несколько таких перевоплощений, и все они удивительны, и в итоге то, к чему он пришел, это просто вызывает восхищение, многих нашло уже признание. Это Искандер Ильязов, творческий псевдоним Искан. Здравствуйте, Искандер. Здравствуйте, Виктор. Виктор Тартанов, очень уважаемый мной видео- и радиожурналист. Рад вас поприветствовать. Приветствую наших слушателей и наших зрителей. Чтобы рассказать о всех регалиях этого человека, очень много уйдет времени. Я хочу сказать только, что он академик 3 академий, заслуженный деятель искусств России. И самое главное, что он получил не только признание в России, но фактически во всем мире. Первый вопрос, Искандер. Вот я представляю, вы родились в Молдове, в таком достаточно многонациональном городе, да, там очень интересная такая была среда, обстановка, учились вы прекрасно в учительской семье, отсюда ваша необыкновенно утонченная интеллигентность, отсюда, мне кажется, ваша такое наследственная широта мысли, мировоззрения и прочее. И вот из одной школы, значит, за ваши смелые мысли, за собственное мнение вам пришлось уйти, потому что все мы знаем, в советское время было гонение на тех, кто мыслил не так, как принято, да. И потом вы закончили вторую уже школу, именно вторую школу со всеми пятерками, ну, как вы сказали, без золотой медали. Вот. Но главное, что со всеми пятерками. Представляете, что это такое? Вот в советское время это просто так не ставили за красивые глаза никому. И тем более, что такому человеку, скажем. И вот судьба распорядилась так, что вы попадаете из одной стези в другую, из одной в другую, из одной в другую. Значит, вы были переводчиком, благодаря чему сталкивались с и иностранцами, и, значит, музеями и так далее. Много видели прекрасных работ по всему бывшему СССР. Вот. Скажите, пожалуйста, вот тогда, в то время, когда вы учились языкам, этот человек владеет несколькими языками, и английским, и шведским, и, значит, румынско-молдавским, и итальянский еще был язык, и, по-моему, вот, может быть, еще я ошибаюсь, французским, нет? Да, я его выучил. Да, по-французски, да, вы тоже говорите. С лету. Да, вот. Скажите, пожалуйста, вот в то время, когда вы были просто еще, не просто, я считаю, вы были, наверное, интереснейшим экскурсоводом, в то время вы думали, что вы сами когда-то возьмете в руки кисть, встанете перед холстом и начнете творить? Отнюдь нет. Ничто не предвещало никогда. Я и в мыслях не мог подумать, потому что вы поймите, что советская система подготовки – это где-то лет 15 для того, чтобы стать художником. И это профессия, которую нужно осваивать. И почему-то вдруг в возрасте 59,5 лет что-то щелкнуло в голове и в душе, и я действительно с помощью друзей, которые меня к этому подталкивали, согласился попробовать себя художником, и очень быстро, через несколько месяцев, вошел во вкус и почувствовал себя художником.
К этому были теперь задним числом, когда вспоминаешь свои предпосылки, свои звоночки об этом. Об этом можно долго говорить, но все-таки самая главная причина, она, наверное, не в жизненном плане моей богатой биографии. Она кроется где-то, не знаю, может быть, это покоробит людей, в матрице и в астрале. Это то, что называется не просто судьба, это то, что называется карма. Я еще забыл сказать, что вы также профессор живописи. И, понимаете, вот эти символы, которые у вас сейчас с вами, да, то, как вы выглядите, кто-то задаст вопрос, я просто хочу опередить эти вопросы, может быть, чтобы люди поняли. Вот, на мой взгляд, эти ножницы, может быть, я ошибусь, которые я вижу сейчас, они символизируют, что вы каким-то образом разделяете ими пространство. Из этих пространств выходят некоторые ваши световые какие-то образы, какие-то мыслеформы, которые потом вы отражаете на своих полотнах. И в то же время это отражает ваше проникновение в суть других, я бы сказал, параллельных реальностей, которые на самом деле рядом с нами существуют незримо. Да, Виктор, вы правы. Вы же сами музыкант, вы понимаете, что у музыканта еще пуще, еще нагляднее и выпуклее, чем у художника, все это проявляется. И действительно, всемирная гармония Вселенной, гармония души человека – это то, что я в своих картинах концентрирую и воочию показываю. Так же, как композитор показывает это своими музыкальными произведениями. Я полностью согласен с тем, что вы сказали. Вот та энергия, которая в вас накапливается, и те полотна, которые... Я даже затрудняюсь сейчас, дорогие наши зрители, затрудняюсь вот охватить все страны и города, в которых побывал этот человек. Ну, во-первых, в силу своей прежней работы вы работали в торгово-промышленной палате СССР, да, внешней связи, внешторг это называлось, да, по-моему? Да. Вот, это на самом деле тогда было такое очень, очень высокое положение в советское время, тем более, что вы и учились в высшей партийной школе и принадлежали, я бы сказал, к высшему аппарату, да. Вам посчастливилось даже вот уже в более поздние времена, в бытность президента Михаила Сергеевича Горбачева, да, значит, в качестве вот этой группы побывать в Бостоне, да. Нет, это была его официальная Поездка, да. Ну, я говорю, в что Бонн. в Бонн. Я прошу прощения, Бонн, да. В Бонн, конечно же, в Германии. Вот. И вот те взаимоотношения, которые вы выстраивали тогда, казалось бы, между бизнесом и инвесторами, между бывшими какими-то генеральными директорами, управляющими и так далее. Вот эти все связи, это на самом деле люди бизнеса, ведь это тоже люди, которые обладают своей, как вы сказали, кармой, энергетикой и судьбой в конечном итоге. Да? Это все непростые люди, я скажу, от которых можно что-то всегда взять и с которыми общение дает очень многое. И тем более знание множества языков. Вот скажите, пожалуйста, вот эти поездки зарубежные в целом, да, когда вы видите многообразие мира, потому что советский гражданин, он все-таки был, как говорили, ну, многие были за железным занавесом. Когда вы вот это вот увидели мир, вам тогда, может быть, вы, кстати, еще уже писали, переводили, писали собственные стихи.
я хочу также сказать, дорогие друзья, что вот человек талантливый, талантливый во всем. Искандер еще занимается таким художественным чтением. Вот. И я слушал разные стихи в его исполнении. Они звучат так, как будто человек закончил какую-то актерскую школу. И здесь удивляет на самом деле не то, что он так читает, а удивляет, что это не проявилось раньше, потому что это действительно ярчайший талант, что если бы это было раньше, вы бы, наверное, могли работать диктором. Мне кажется, вот я много говорю, да, чтобы люди поняли масштабность личности, которую они сейчас смотрят. Он также благодаря своим языковым знаниям шведского, также с телерадио, с телевидением радио СССР вы сотрудничали, да, по переводам? Нет, там было другое. Я перед окончанием института 2 месяца стажировался в скандинавской редакции и навещания Гостелерадио в шведской группе. Вот так даже. Вообще вот я хотел спросить, какой язык из тех, которыми вы владеете, ну понятно, что русский, но вот из иностранных языков, по-вашему, какой больше подходит для того, чтобы понятно, что все языки они приблизительно обладают одними возможностями. Какой вам по душе ближе, скажем, да? Английский, понятно, знают все в основном, да? Это французский, но я же его не освоил. И он сложен. И я всегда говорил и говорю, что на французском нужно или молчать, если ты его не знаешь в совершенстве, настолько он красив, и не коверкать его, или выучить его идеально и очень красиво на нем говорить. Я могу так сказать, что я к поэзии очень склонен стал последние годы, и вот именно рифмование, именно поэтика в нашем российском понимании, она в русский язык пришла из французского. И есть фактически только 2 языка, максимально приспособленных к мягким и женским рифмам. Это русский и французский. Конечно, итальянский, новогреческий там, и другие, они тоже прекрасны, но французский для меня – это недостижимый идеал, который, к сожалению, я, как говорят в институте, студенты позорно провалил. Я думаю, что не настолько позорно. Самое главное, наверное, может быть, не было такой сильной мотивации, потому что достаточно было того, что было, и того, что есть. Вы абсолютно правы, потому что когда там живешь, собственно, достаточно словаря 300 слов, так же, как с любым языком в любой стране мира. Раз. Второе, нужно уметь читать. А третье, в моем случае, нужно было уметь прочесть инструкции к стиральной машине, к телевизору, к автомобилю, ко всему остальному, ко всем бытовым вещам, поприпираться с сантехником, электриком и всякими ремонтниками и просто сказать бонжур и улыбнуться. Вот и все. Я дружил там с господами из Америки и прочих англоговорящих стран, которые жили там в разы дольше меня. Они знали в 3 раза меньше, чем я по словарному запасу, и прекрасно себя чувствовали. То есть это на бытовом уровне главное общение, да, и так далее. Ну, потому что, ну, вот все-таки не зря говорят, что, допустим, русская душа, как мы говорим, да, русский человек, ну, я не говорю именно русский, и тот, кто живет в России, скажем, да, все равно русский язык позволяет отразить такие тонкие грани и завести нас в такие какие-то словесные, я бы сказал, джунгли, в которых иностранец не сможет разобраться при всем своем желании. Это точно. Вот, поэтому у них даже этого и нет.
нечем заменить, мне кажется, такие. Некоторые слова заменить можно, но до конца смысл не донесен. Ну, маленький пример. Никто до сих пор не перевел не то, что на какие-то языки, даже на английский толком не смогли Евгения Онегина перевести. Странно, насколько я слышал, что по всему миру переведен. Вы Нет, считаете, что есть это сколько поверхностно? угодно переводов, но они, как говорят, Не не отражают. дотягивают. Поэтому мы должны гордиться на самом деле. И вот человек, который сидит сегодня рядом со мной, Искандер Ильязов, это пример высочайшей культуры речи. Вы работаете и со словом. Прежде чем мы поговорим сейчас о живописи, я еще хотел последний момент такой сказать, что вы в свое время в 93-м, да, или в 94-м году выиграли грант грант Маргарет Тэтчер, да. Было 100 человек на одно место, и вы попали, значит, в Кингстонский университет, это 26 километров к западу от Лондона, на факультет права и бизнеса, называется школа права и бизнеса. Но я там тоже, как говорят, вылетел, потому что я вместо того, чтобы учить юриспруденцию, ходил на занятия по истории искусств. Ну и просто с кампуса, то есть из университета, перебрался нахально в город, в Лондон. И посещали музеи. Посещал музеи, ко мне сначала жена приехала, потом вообще и дочь приехала. И я просто проел этот грант до того, как даже год кончился, и не пошел на сессию. Там сессия один раз в году. Соответственно, я не жалею. Мне все говорят, что если бы я получал где-либо, даже в Лондоне, формальное искусствоведческое образование, это бы испортило мой вкус. А я остановился на начале Древнего Рима. А начало, скажем так, поганого вкуса мы видим как раз в помпейских раскопках. До того все как-то было с хорошим вкусом. Умеренно. Умеренно. Во всех цивилизациях, по крайней мере, то, что до нас дошло. Вот вы как человек, который, повидав виды, как говорят, да, пришли к картинам серии. Вот сейчас мы поговорим с вами немножечко о вашей серии. Как это правильно сказать? Мандалы, диски. Да, вот. Вот этих вот дисков, да. Я, конечно, когда получил от вас такой подарок, вот пока не нашел места, куда его правильно определить в своем доме, потому что я пока в съемной квартире, и вот он не вписывается в интерьер. Это вещь энергетическая, Да. она сама найдет себе место. Да, вот я постоянно ищу. Не ищите. Положил, да. Это как когда кота Так я запускаете хочу, да, он в сам. квартиру, он сам. Вот, я хочу сказать, друзья мои, вот первый вопрос, во-первых, почему диски? Вот эта новая серия. Я как бы для себя ответ нашел. Я хочу просто сначала услышать от вас, а потом свое мнение об этом. Ну, этому нет прямого никакого объяснения. Так же, как у какого-нибудь композитора. Он суть вам никогда не раскроет. Он вам раскроет какие-то приходящие обстоятельства. Да. Ну, понятно, это эзотерика, понятно, это метафизика. И даже вот эта выставка называлась, одна большая, где были только диски, она так и называлась, метафизика дисков. Диск – это символ Вселенной и символ человечества в ней, и человеческой личности внутри социума и, соответственно, внутри Вселенной. В то же время это минимализм замкнутой системы, притом открытой... Правильной формы. Да, правильной, идеальной формы, притом открытой не вовне, а вовнутрь. Там, где строение материи, которое до сих пор не познано, там, где душа человеческая, которая вообще непознаваемая по определению,
и там, где, если угодно, божество. А то, что эти диски яркие, это соответствует моему мироощущению и, наверное, моему темпераменту. Хотя диски не все яркие. Дело в том, что у меня есть еще совсем эзотерическая серия, которая называется «Мандалы», и там действительно мандалы. И очень большая часть этих мандал в коричневых и светло-коричневых тонах. Поэтому, Виктор, честно говорю, вам я не берусь объяснять. А мне не надо Есть ничего огромное объяснить, да, количество искусствоведов, есть культурологи. Вот пусть они этим занимаются. Один человек очень интересно так сказал: чтобы стать художником, есть два пути. Один — это, значит, делать то, что все считают искусством, либо делать самому что-то и доказать всем, что это искусство. Вы никому ничего не доказываете, вы просто делаете то, что делаете, и то, что это сегодня ваши, во-первых, выставки прошли во многих странах мира. Вот расскажите, пожалуйста, географию ваших не выставок, а где находится ваша работа, в каких странах сегодня? Ну, давайте начнем с дальних концов. Это Голливуд, и притом там целых 3 работы в 3 разных домах. Это небольшие вещи, где-то 30 на 40, 40 на 50, от силы 50 на 60. Но хозяева, поскольку они плюс-минус немножко друг с другом знакомы, они их очень красиво оформили. Это вещи немножко такие пастельные, нетипичные для меня, не яркие. Затем одна вещь у меня в Лас-Вегасе, у старой знакомой моей семьи, которая риэлторша. Затем, если переброситься в Европу, то в Виндзоре, да, но не в Королевском замке, а у одного из высших, скажем так, чиновников. Это Лондон. Затем Париж. Притом в Париже я вообще горжусь. На заре туманной юности моя работа попала в коллекцию Пакиты Эскафе Миро. Это невероятно высоко. Затем Ницца. Ну, Ницца, не стесняюсь сказать, что это у самого Рене Гера. Ну, это вообще, как бы, я считаю, что показатель. Ну, Показатель высокого уровня успеха как ценнее коллекция по оценкам Forbes только у Петра Авина. Затем это снова Ницца, ну, потому что я там жил. Ну, это Канны, вообще, конечно, да. ну, потому что где живешь, там хорошо. В Каннах, кстати, работа метр на метр. Гениальная абсолютно. У одной дамы, которая профессиональный фотограф, художественный, потрясающий талант у нее. Я знаю, что вы тоже занимаетесь фотографией. Она норвежка. Я фотографией занимаюсь только последний год. Затем это Монако. А в Монако-то как, вот скажите, интересно просто. Ну как? У меня там, например, даже еще до того, как была эта большая выставка, в которой я был главным экспонентом, она была в июне и в июле вот только что прошедшего 2023 года, уже была одна небольшая работа, такая как «Стилизованное море» с корабликами, а продалась еще одна, ну тоже не очень большая, прямо с выставки, прямо в Монако, почему нет. Затем у меня не в частной коллекции, а в институциональной коллекции в фонде Строцци во Флоренции одна работа в Милане. Дальше у меня в 2 музейных коллекциях работы в Минске. И
Ну, так сразу больше я, наверное, ничего не упомню. Ну, естественно, и в Москве, наверное, Ну, немало. естественно, да, в Москве, В в Петербурге, Питере, да, в Питере. Притом в Питер моя работа впервые попала очень-очень поздно, где-то только 3 года назад. Но это связано, наверное, еще и с тем, что я в Питере вообще ни разу не А вы выставлялся, знаете, даже на коллективных выставках. правильное вот это высказывание из Святого Писания, что нет пророка в своем Отечестве. Потом уже в последний момент начинает распространяться вот на родине. Виктор, это все очень просто. Где живешь, там и обретаешься, Да, и да. там твои работы обретаются. Если я провел не меньше 46 месяцев на Лазурном берегу, М, если я, как вы сами сказали, в Англии прожил ну один да, да. полный учебный год, и все контакты, конечно же, остались, и я потом много раз туда приезжал М, на аукционы, то так оно и есть. м. Какой след оставляет вот посещение европейских каких-то, может быть, небольших городков? Ведь там все как бы сбалансирована архитектура, а, пейзажи, то есть некая гармония присутствует в вещах. То есть, если у нас, например, часто провинциальные города это развалины и плохие дороги, и много над чем можно говорить, что у нас не очень хорошо бывает, да, то там, значит, это прежде всего экология, чистота воздуха, природа, нет централизованной такой какой-то определенной, скажем, такого места в какой-то стране, где нужно обязательно пребывать, чтобы являться личностью. Вот побывав в разных уголках мира, оставляет ли это след в вашем сознании и мысленно возвращаетесь к этому? Что вдохновляет помимо собственного внутреннего мира и вот тех разрезов в пространстве, вдохновляет ли природа? Вот о чем хотел спросить. Виктор, если говорить о том, что вдохновляет Россия, вдохновляет российские люди, российская душа и российская природа. Если говорить о всем мире, то меня вдохновляет океан, где бы он ни был. А если говорить о том, что близко моей душе, это, как ни странно, хотя я вот такой вот яркий, широкий, меня привлекает какой-то уют в германских городах, английских городах, Вот я об этом и шотландских говорю, да, городах что там и, все. конечно, во французских и итальянских. Ну и, конечно, уют греческих островов. Вот такие вот вещи. Ну и, конечно же, Румыния, которой я отдал 4,5 года. Вы там были представителем. Да, я там был экспертом представительства да. торгово-промышленной палаты, то есть вторым человеком, не первым. Тоже пришлось немало поездить. В ней есть своя поэтика и городской застройки, и сельской застройки. На самом деле, чем художник вдохновится, он заранее вообще никогда не знает. Я одно могу сказать, что я стал абстрактным геометристом, наверное, потому что я слишком много со своим внуком, ну и женой, гулял по набережной Круазет, небезызвестной нам в Каннах, потому что там, честно говоря, больше негде гулять. И вот эти вот плоскости, перебиваемые небольшими вертикалями в виде мачт, лодок и, может быть, домов, И разным освещением. ну и освещением и так далее, и холмами, это очень сильно на меня повлияло. И первую свою картину я создал там, и более того, первые 7 своих картин я написал в Каннах. Я думаю, что если бы этот момент пришелся не на Канны, а на Москву или Подмосковье, это произошло бы на год, на 2, а то и, может быть, даже на 3 позже. То есть всегда должен быть какой-то такой взрыв эмоциональный, который накапливается, и однажды он как бы выплескивается все-таки в произведении. Абсолютно точно. Это все говорят, что у меня огромнейшая насмотренность накопленная.
Потому что вот вы не упомянули о том, что я же еще собирал в течение 10 лет Да, да, коллекцию, Ну, почему-то где фокусом для меня было интересно, были что московские, именно московские, московские, да. советские Хотя, нонконформисты. казалось бы, человек ездил по всему миру. Да, и сам партийный, Да, и да. сам образец партийной преданности, и, как я И называю патриот, себя, я бы сказал. красный комиссар, и не просто там патриот, и даже не ура-патриот, я ультра-патриот. Я считаю, что был вы, когда, всегда и остаюсь вы всю когда жизнь. были Я всю жизнь служил Советскому Союзу Да, вот. и Российской Федерации. Да. И в этом деле я совершенно сумасшедший, но в то же время я очень открытый, потому что в комитете комсомола Минвнешторга, очень уважаемым, кстати, я возглавлял интеркомиссию, то есть комиссию по интернациональному воспитанию молодежи, а не по патриотическому. А я считаю, что по диалектике для того, чтобы быть хорошим интернационалистом, нужно сначала быть хорошим патриотом. Конечно. И наоборот. Вот скажите, пожалуйста, все люди, которые вот сейчас нас смотрят, скажут, да, у человека, наверное, были какие-то связи там и так далее. Ведь не так просто попасть в эти структуры. Мне кажется, прежде всего люди обращали внимание тогда на образование, на умение найти общий язык. Вот вы сейчас хорошую вещь сказали о умении общаться с другими народами, с другими культурами. Ведь диалог между разными народами в каждой стране, каждая страна почти многонациональная, да, и учитывать особенности каждого народа и находить общий язык и общие интересы, и причем надо же так находить, чтобы в принципе, прежде всего, собственный интерес преследовать, вот, и в то же время, чтобы не обидеть, так сказать, не оставить своих партнеров по бизнесу, да. Вот это очень тонкая грань. Как вам удалось постичь, ведь тогда не было, наверное, таких специальных учебников по межнациональным отношениям, все приходилось самому где-то. Были, конечно, наставники, я думаю, но... Виктор, давайте я отвечу на этот вопрос. Да, вы правы. Так сказать, талант к нетворкингу, как сейчас говорят, то есть к общению, он у меня есть. Но он у меня был не всегда. Он начал проявляться только где-то в классе в 8. А до того я был таким очень стеснительным и избегающим посиделки даже своего класса школьником-подростком. Очень-очень много читал, очень много просвещался. В целом очень хорошо себя вел. Никогда в жизни не играл в войну, что тоже нетипично для людей 1956 года в Советском Союзе. Согласен. А продвигался я благодаря не этому. Дело в том, что советская действительность была так построена, что тот сумасшедший комсомолец и партиец, который простой от сахи и стакана, и который, понятно, что настолько туп, что до мозга костей, до последней клеточки предан делу комсомола, партии и страны, вот его и надо двигать. Что со мной и происходило. То есть никто не сомневался в твердости ваших убеждений, скажем. Так и сейчас не сомневаюсь. Ну, несмотря на все браво, мои, хороший ответ. несмотря на все мои большие похождения по земному шару. И вот партийная карьера, хотя у меня была она не очень-то партийная, она, скорее всего, была внешторговская, которая Ну, тем не менее, в какой-то по мере партийной лестнице дипломатическая. вы тоже должны были избираться параллельно. Ну да, она в какой-то мере там начала где-то проклевываться. Но пока суд до дела, развалился Советский Союз. И вы, собственно, какую-то создали форму. Да, я создал свою фирму, 1, 2, 3, 4, 5, 6, а потом... Потому что уже были, так сказать... Ну да, а потом вообще стал независимым консультантом по
вопросов внешнеэкономических связей для малого и среднего бизнеса Вот знаете, что удивительно, России. извините, что перебиваю, удивительно, как вам, как независимому эксперту, доверяли иностранные инвесторы. Ведь их очень трудно. Да, и консультантам иностранных инвесторов. Как очень, вот своих я Но, понимаю. понимаете как, вот когда я с ними говорю на одном языке, и действительно на одном языке, с Мгм. очень небольшим акцентом, и прекрасно зная все реалии, они, конечно, доверяют при прочих равных мне, потому что до сих пор в нашей стране людей, которые блестяще знают культуру, Их, да. их и язык, но очень-очень мало. Потому что вы еще забыли еще один пикантный момент сказать, что в апреле 1977 года ваш покорный слуга занял второе место Да, да, по помню. СССР по знанию английского языка Среди студентов. среди студентов языковых вузов. При том, что я учился на факультете переводческом, который 2 класса, 3 коридора по сравнению со всеми остальными настоящими факультетами, которые фундаментальные, потому что переводческий он прикладной, там никаких знаний вообще не дают. И тут вот вдруг кто-то впервые за 5 лет занял, да еще и второе Так место нет, по мне кажется, вы Советскому Союзу. получили как раз огромную школу языковую, когда были гидом, да, вот по... Я гидом был со шведским языком, не с со английским. шведским. Ну, а какая разница? Я думаю, что Ну, по-английски там нет. тоже вы общались. Да? Ну нет, очень Нет? мало. Иностранцы платят. Кстати, все шведы прекрасно знают английский. Я же о чем говорю. Но они платят за то, чтобы не напрягаться. Чтобы А. когда они в подпитии, а они приезжают, в Советский Союз приезжали, именно для того, чтобы быть задешево. Ну да, да, да. В 5-10 раз дешевле, чем у себя дома, и притом круглосуточно. в Это подпитии. известный факт всем, да. Чтобы им на их родной мове все кто-то рассказывал. Мгм. И желательно, чтобы это горящий, с горящими глазами комсомолец молодой, который поет так, что просто Магомаев замолкает. Вот шведская культура, насколько она ведь очень... Вообще скандинавские страны, да, они, так сказать, особый колорит имеют, особые корни, особую религию и особый менталитет, скажем так, да. Сложно ли со шведами было общаться, потому что Совершенно всё-таки- не сложно. Это простейшие ребята. Они совершенно не любят понтов, Да? не любят надувание щек. Просто у них же очень высокий уровень жизни. Но у них просто не всегда достаточно. был высокий уровень жизни. 100 лет назад и даже там 60 лет назад он был вообще никакой. Нет, ну уже во времена, когда... Но в мои времена, когда я в 1976 году был Это в гидом, основном да, уже обеспеченные были уже они люди. были обеспечены, был мощнейший средний класс. И чем проще они сами, и чем проще их гид, тем лучше. Потому что они очень быстро научили меня выражаться в самых крепких выражениях, выпивать с ними прямо в автобусе чекушечку, распевать, курить, пряча чинарик вот так вот, потому что шофер их шведского автобуса запрещал курить, понятно. Ну и в то время, когда нечего делать, там, развлекать их. Ну, например, у меня коронная шутка была, когда они уже совсем в устатке и едут, допустим, от озера Рица куда-то уже в сторону Тбилиси, уже совершенно никакие, на виражах. Я им кричу, значит, голосование. Мальчики налево, девочки направо. Когда? Значит, мальчики поднимают руки, девочки поднимают ноги. И что вы думаете? Девочки поднимали ноги, потому что иначе этот гад Алекс, а меня кличка была Алекс, не остановит Икарус. И поедем дальше. Скажите, пожалуйста, вот вы попали в 100 художников, по мнению какого-то журнала. Там Да, я это сейчас- по результатам 2021 Да. года. Один из порталов для художников, это который портал, да, называется журнал. «От и до. Искусство для Да, да, художников», да, подводил итоги и подобрал 100 художников, которые, по их мнению, лучшие из здравствующих. Ну, По таких каким современных критериям они художников. судили, как вы думаете? Ну, ни по каким. Там искусствовед Мгм. возглавляет. На То есть самом деле это чета искусствоведов, которые бывшие
антиквары, они прекрасно все знают, понимают. И если бы были бы еще хотя бы 3-4 рейтинга, то среди них был бы какой-то репрезентативный. Но в отсутствие других рейтингов этот нерепрезентативный, конечно, не репрезентативный, считается, на безрыбье рак рыба. Нет, я считаю, что, во-первых, если люди обладают определенным авторитетом в оценке тех Виктор, или иных шедевров, скажем так, живописи побойтесь современной. Бога. В нашей родной стране, которая по развитию инфраструктуры визуальных искусств отстает от Запада просто на десятилетия, где аукционы появились вот на наших глазах, где все институции появились на наших глазах, я имею в виду современного искусства, а не Эрмитаж, понятно? Всему этому без году неделя. И самое главное, в этой стране по-прежнему нет рынка, и неизвестно, когда будет. Почему? Потому что нет среднего класса. Покупают олигархи. Ну да, покупают. Вы много слышали, чтобы западные олигархи покупали? Ну да, что-то там есть. В основном покупают учителя, как ни странно, директора школ, врачи всех уровней, юристы всех уровней, адвокаты всех уровней, ученые всех уровней. И вот такой вот средний класс, которого там просто огромное количество, из которого в нашей стране беда. И несмотря на то, что родились все-таки все эти институции, но нет самого главного, нет платежеспособного спроса, нет, конечно, нет. И нет интереса к современному искусству у широких народных масс и масс населения. Дело в том, что, мне кажется, мы, ушли по некоторым культурным инициативам, да, которые широко были развиты уже десятилетия назад на Западе, да, мы в это время занимались рыночной экономикой, да, вот этой, то есть народ простой выживал, происходили какие-то процессы экономические, политические и так далее. И, к сожалению, вообще сегодня, если так вот рассуждать, мое такое мнение объективное, что несколько поутратилось вообще ценителей искусства в целом. Музеи, вот, допустим, Москвы, я понимаю, что здесь очень много туристов и много образованных людей, которые все-таки наполняют те известные музеи, которые у нас можно пересчитать по пальцам, основные, да, такие глобальные. А то, что касается каких-то частных музеев, частных коллекций и частных выставок, если они проходят, то они вызывают не у многих, так сказать, не такой интерес, который могли бы вызывать. По той простой причине, что в школе сегодня не получают образование именно так, как должно быть. Потому что все-таки нужно у человека выработать сначала вкус к традиционным видам искусства, а потом уже рассказывать о современных искусствах. Сегодня уже, когда нет, допустим, вкуса к классике зачастую, да, классической литературе, поэзии, классической музыке. Вот. Но мне кажется, все циклично, и рано или поздно мы тоже придем, наверное, к этому. Виктор, поправка, если позволите. Да. Последние 10 лет все пошло на поправку очень хорошо. Пошло, последние 10 Последние 5 лет вообще все мощно, отлично идет. Последние 3 года я не перестаю удивляться количеству галерей, которые появляются, количеству частных музеев, которые за последние 5-10 лет появились. Они пользуются прекрасным спросом, у них отличное реноме, отличные коллекции. Вообще они все молодцы. Но все портит, как вы правильно заметили, система образования, которая досталась нам советская и была направлена на совершенно другие вещи, чем должна была бы в наше время. А новая никак не родится система образования. Все в нее упирается, потому что все закладывается в школе. Ну, слава богу, есть интернет, и кто хочет, те занимаются самообразованием. Те, кто в городах покрупнее, все-таки
могут вживую сходить посмотреть современное и не только современное искусство, все налаживается. Я оптимистично очень смотрю на то, как развивается культура и искусство в нашей стране. Я согласен с вами, что в последнее время все это появляется, но, допустим, я несколько раз посещал там некоторые очень крупные музеи современного искусства, да, и когда прихожу, я брожу фактически один по пустым огромным залам. Там пытаются адаптировать и для незрячих, и так далее. И вот я буквально... Вы имеете в виду в Москве? В или Москве, в Москве. В Екатеринбурге, в Москве? В Москве, да. Вот, я несколько раз посещал один и тот же музей, где выставлены работы из разных стран, да, были. Но, к сожалению, интерес не проявляется, потому что Правильно. люди не готовы сегодня. Интерес должен быть конкретным. Потому что человек отдаст 1000 рублей и скажет, Да. меня обманули. Да, нет, Он интерес он должен это быть не поймет. конкретным. Да, потому что Если у Пети, Маши, Кати есть репродукция там Уорхола там, или кого-то там из великих 20-21 века, они тоже пойдут вслед за ними. да. У нас это не принято. У нас Шишкин, Айвазовский, Васнецов. То, что мы видим на конфетах. То, что мы видим на конфетах, это родная речь. Это вот как раз то, что первый, второй, воспитало. третий, четвертый Если бы их не класс. было на конфетах, И то, что сейчас бы пустые забыли. музеи, это вполне естественно, потому что нужно людей воспитывать, им нужно объяснять, что такое творчество Пикассо. Оно очень непростое. Его нужно людям объяснять. Это все серьезно. Ну, мы сейчас можем много художников назвать, которые являются и классиками современного искусства, и авангардистами и так далее. Но дело в том, что, опять же, чтобы правильно... знаете, все зависит еще от учителей. Мы говорим школа. Школа – это учитель. Кто учит учителей? Вузы. А в вузах недостаточно, мне кажется, сегодня подготовленные кадры, чтобы они сами не понимают, что они видят, если честно. Вот я в силу своей деятельности сталкиваюсь с некоторыми и молодыми людьми, которые относятся к лучшим студентам, да, там в разных городах, и также к педагогам, которые являются молодыми педагогами, преподавателями и так далее. И при личной беседе я вижу не только отсутствие интереса, там, допустим, к современному искусству. Они даже не владеют, мне кажется, вполне, иногда, зачастую не владеют той информацией. Они вместе с учениками учатся в школе. Вот такая история, к сожалению, очень часто. Потому что огромное количество школ, да, где найти столько педагогов хороших. Все правильно. Это известно нам всем и постоянно муссируемые недостатки системы образования. Но тем не менее, я хочу, дорогие друзья, сказать, что не будем пессимистами, потому что искусство, оно часто само говорит за себя. Если вы где-то увидите, что, значит, будет выставка, или, значит, захотите ознакомиться с работами Искандера Ильязова, то вы просто, значит, пишите об этом в интернете. Во-вторых, значит, вы обязательно сходите на эту выставку, и ваше сознание, оно само по себе сработает на какие-то энергетические потоки. Потому что есть просто, ну, извините, я скажу сейчас грубое слово, есть просто бездарные художники, которые выдают себя за художников, да. Недостаточно купить лучшие краски, холсты и кисти и начать что-то писать. Нужно все-таки прежде всего быть личностью и знать, что ты хочешь принести в этот мир. Искандер Ильязов несет в этот мир лучшие, переженные каким-то, как бы сказать, пропущенные через свое сердце лучшие вибрации этого пространства, которое мы называем жизнью.
и каких-то параллельных пространств, которые мы, может быть, даже где-то в суете не замечаем. Это будь то падающий в тишине провинциального города снег, будь то какой-то летний ливень, будь то какая-то небольшая березовая роща, которую он проехал и увидел в боковом зеркале своего автомобиля. А потом, когда он берет этот цилиндр, и он по зову собственной души переносит те или иные впечатления, те или иные мысли, те иные, как бы я бы сказал, даже краски этого мира, пропустя через себя на эти холсты. Поэтому я, невидящий, когда он ко мне приехал, я открою такой маленький секрет, мы с ним как-то познакомились, с одной стороны случайно, с другой стороны не случайно. Я когда взял в руки то, что он мне подарил, эту картину, принес ее домой, показал ее жене. С тех пор она у меня рядом со мной лежит на соседнем столе. Я не решусь ее вот никак повесить. Вот. Но я, когда ее открыл, я почувствовал, как будто из этой картины на мои глаза, как бы сказать, был направлен луч солнца. Вот это самое дорогое, и когда картины говорят сами за себя, вы это почувствуете. Я прав, Искандер, как вы считаете? Да, вы правы. Я очень благодарен Виктору Тартанову за то, что вот вы пригласили моих возможных зрителей на мои будущие выставки. Я благодарю вас за положительную оценку моего творчества и должен заметить, что вы смотрите в корень. Вернусь к тому, что вот вы музыкант. Вы как музыкант тоже... Это громко сказано. Но, тем не менее, вы тоже стремитесь, как исполнитель, может быть, передать самое главное, что вы хотите сказать вашему слушателю. Ничего лишнего там не должно быть. Вам это удается, вы заодно транслируете вашу личность, вашу душу. И я, как живописец, делаю то же самое. Я никогда ничего не говорю моему зрителю лишнего. Я минималист, я абстрактный геометрист. У меня каждая линия, каждая цветоформа самодостаточна и красноречива. А знаете почему? Вот ваши слова может подтвердить широко известная всем истина. Все гениально просто. Вот в этом минимализме, в этой простоте скрывается большая глубина, и то, что вы видите, сделано не только руками этого человека, это сделано его харизматичной личностью, его внутренним миром. И поэтому, если мы возьмем, дадим несколько похожих холстов другим людям, то, ну, которые не владеют, как бы сказать, теми познаниями и теми глубинами мысли, я бы сказал, и теми душевными порывами, которыми обладает Искандер Ильязов, то эти картины просто останутся такими рисунками, за которыми ничего не стоит. А когда человек это делает именно с душой и с чистотой сердца, и передает частичку себя, частичку своей души на эти полотна, тогда это дорогого стоит, и это остается навсегда, и это оценили во всем мире. Я очень благодарен за то, что нас свела судьба. Что такое судьба, я думаю, наши зрители знают, а вы тоже, да, это суд Божий в какой-то степени, если кто-то верующий. А если кто-то неверующий, то судьба – это стечение хаотичных обстоятельств, которые при определенных алгоритмах рано или поздно в какой-то точке пересекаются. И мы сегодня удачно пересеклись в удачной точке.
Здесь хорошее пространство, в котором мы хорошо поговорили о вас. Что бы вы хотели пожелать тем, у кого есть интерес к вашей живописи и как ее приобрести? Виктор, спасибо вам огромнейшее за очень верную, глубокую, сущностную оценку того, чем я занимаюсь как живописец. Художники большого полета с шикарным образованием. И вот в последнее время совсем большие признанные. В разговоре как-то замечают, что очень редко кому из их коллег дано заниматься абстракцией, а тем более успешно заниматься абстракцией геометрической. Это талант свыше, и его приобрести практически невозможно. Что касается приобретения моих работ, то вы, Виктор, наверное, дадите номер телефона в шапке передачи. Этот номер 8 916 611 98 17. И там WhatsApp. А еще проще запомнить мою электронную почту на Яндексе.ру. Исканартист в одно слово. Исканартист @Яндекс.ру. Но это опять все от лукавого, потому что в любой поисковой машине достаточно написать Искан или Искан Ильязов, и выдача даст очень много ресурсов, и на большинстве этих ресурсов есть и изображение моих картин, и там уже вопрос техники пройти к тем страницам, где есть цены, то есть картины вместе с ценами. Я, знаете, почему так говорю? Потому что практика показывает, я всегда, допустим, где-то выступаю, там, как вы сказали, да, с песнями, и меня всегда спрашивают, а где можно послушать ваши песни? Меня всегда это убивает такой вопрос, потому что можно послушать везде. Ну и везде. Да, поэтому я всегда говорю, заходите туда-то, туда-то, туда-то. Вот. Поэтому, конечно же, если у вас есть чувство прекрасного, если у вас есть желание приобрести для своего дома, для своего офиса, для своего интерьера или какой-то подарок близкому человеку, то картина, которая опережает время, это один из лучших подарков, потому что только спустя некоторое время общество вполне сможет осознать глубину и масштаб этих картин и этой личности. Я очень благодарен, Искандер, за то, что вы сегодня рассказали. И теперь мне хотелось бы, чтобы вы пожелали нашим зрителям, нашим людям, которые нас смотрят, вот как нам всем, вот сегодня говорят, что что-то новое происходит, то есть какие-то, понятно, что происходят военные конфликты постоянно, к сожалению, гибнут мирные и жители, и очень жаль, что происходит то, что происходит, и происходят экономические какие-то обвалы, и это уже было и будет, вот, и всякие вирусы нас преследуют. Как нам правильно жить, чтобы жить, как вот вы сказали, я верю там, что будет хорошо, вот как нам жить с верой в светлое будущее? Прежде всего, огромнейшее спасибо Виктору Тартанову за то, что пригласил на интервью, и взял интервью профессионально, четко, спокойно. И я невероятно рад, что это интервью произошло. А что нам всем делать? Наверное, нужно просто понимать, что мы в начале тектонического сдвига, одного из тектонических сдвигов в истории всего человечества. И дело не только в нашей стране, конечно же.
В эпоху очень глубоких, может быть, даже затяжных перемен, каждый должен искать какое-то свое место. В эпоху интернета, искусственного интеллекта это, наверное, делать проще, чем буквально 20, наверное, или даже 10 лет назад. Каждый определяется сам, но при этом нужно всегда помнить, что есть такая отдушина, которая называется личное творчество. И абсолютно любой человек, независимо от возраста, от 2 лет до 92 лет, может взять музыкальный инструмент или без инструмента спеть что-то. Он может купить акварель, гуашь, он может купить поделочную глину, что-то вырезать, делать оригами, в конце концов, все что угодно. И вот творчество, оно есть личное спасение в такие непростые времена. И в то же время, когда количество творцов переходит в качество, допустим, в нашей стране, вся страна станет постепенно на более высокий уровень культуры. А что такое культура? Культура – это то, в конечном итоге, ради чего мы боремся, ради чего страна себя самоутверждает на мировой арене. И нам нужна новая культура, но обязательно такая, которая зиждется на огромнейшем прошлом, богатейшем нашем прошлом. Вот я, например, я последователь первого авангарда русского, модернистов, прежде всего Кандинского, в какой-то мере Малевича. Я об этом не говорю, потому что это само собой разумеется, но я думаю, что каждый из наших соотечественников всегда найдет благие примеры или рядом с собой, или в недавней истории, или в более давней, для того, чтобы самовыразиться, служить на благо Родины и быть достойным человеком. Итак, дорогие друзья, сегодняшняя наша беседа состоялась, и мы услышали много хороших советов, даже когда Искандер не дает советы, он просто говорит, отвечает на вопросы, от него идет поток светлой, доброй энергии. И хочется пожелать вам новых работ, более широкого еще признания, хотя уже оно у вас есть, но мне хочется все-таки, чтобы и в Москве, и в России в целом вас знали больше. Это первое. Второе, конечно же, хочется пожелать здоровья и успехов в наступившем году вам, вашей семье, и пусть в вашей душе всегда царит мир, прекрасный мир, который вы переносите на холсты. Берите, дорогие друзья, пример с лучших. Всего самого доброго. Огромнейшее спасибо Виктору Тартанову. Я желаю вам того же. А для того, чтобы ваши пожелания осуществились, мне нужно еще больше и больше и больше работать. И я призываю наших зрителей и слушателей тоже поднапрячься и трудиться, работать. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам.